Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкусного ужина для семьи. Рецептом свиных ребрышек с овощами на сковороде. Готовятся ребрышки не быстро, так как я их предварительно не мариную, но получаются сочными и вкусными. Итак, начнем. Список всех необходимых продуктов я оставлю в описании под видео и в конце этого видео. Сначала подготавливаю овощи. Здесь у меня одна крупная морковь, ее вес 220 грамм. Количество моркови по вкусу. Я ее предварительно помыла и почистила. Нарезать морковь можно как кубиками, так и кружочками, кому как нравится. Нарезайте морковь любыми кусочками, только сильно мелко ее нарезать не нужно. Нарезанную морковь перекладываю в миску и пока отставляю в сторону. Теперь подготавливаю перец. Свежего сладкого перца у меня 180 грамм. Я его предварительно помыла. Количество перца по вкусу. Перец может быть любым, красным, желтым или, как у меня, зеленым. В этом рецепте набор овощей и их количество исключительно по вашему вкусу. Удаляю сердцевину с семенами и нарезаю его. Затем перекладываю в миску и пока отставляю в сторону. Теперь нарезаю лук. Луковица у меня крупная, ее вес 160 грамм. Лук предварительно почистила и помыла. Нарезаю лук на крупные полукольца и перекладываю в миску. Теперь нарезаю зелень. Она может быть любой, по вашему вкусу. У меня это пучок петрушки. Петрушку я также предварительно помыла и просушила. Нарезанную петрушку перекладываю в миску и пока отставляю в сторону. Здесь у меня 2 крупных помидора. Их вес 340 грамм. Количество помидоров по вкусу. Я их предварительно помыла. Нарезаю их на дольки. И перекладываю в миску. Все необходимые овощи подготовлены. Теперь можно заняться свиными ребрышками. Ребра я предварительно разморозила. Вес ребер 760 грамм. Отрезаю некрасивые кусочки мяса и сала и в некоторых местах снимаю остатки пленки. Теперь делю ребра на 4 порции. Затем сушу кусочки при помощи бумажного полотенца. Можно было сначала просушить ребра, а потом делить на порции, но это не принципиально. Ребра пока перекладываю в миску. Все продукты подготовлены, можно приступать к приготовлению. Сковороду ставлю на плиту и включаю газ. Размер моей сковороды. Диаметр 24 сантиметра, высота бортика 6,5 сантиметров. Жду, пока сковорода нагреется, и кладу ребра. Жарю их на сильном, но не на максимальном огне до золотистого цвета, примерно 2 минуты. Затем переворачиваю и жарю еще 2 минуты с другой стороны. Выключаю плиту, ребра снимаю со сковороды и перекладываю в миску.
К расплавленному свиному жиру добавляю 2 столовые ложки растительного масла. У меня это подсолнечное. Кладу на сковороду морковь и жарю на среднем огне примерно 2-3 минуты до золотистости, периодически помешивая. Теперь к моркови добавляю перец и также помешивая, жарю его примерно 2-3 минуты. Добавляю лук и готовлю до полупрозрачности и легкой золотистости лука, тоже примерно 3 минуты. Теперь добавляю помидоры и готовлю до мягкости помидоров, тоже примерно 2-3 минуты, периодически помешивая. Для усиления вкуса добавляю 1 столовую ложку томатной пасты. Хорошо перемешиваю для соединения всех ингредиентов и готовлю еще 1 минуту на огне ниже среднего. Теперь на сковороду возвращаю ребра. Наливаю питьевую воду, примерно 280-300 мл. Жидкости нужно столько, чтобы покрыть ею ребра не меньше, чем наполовину. Если у вас есть мясной бульон, то можно вместо воды использовать его. Накрываю сковороду крышкой и тушу все на самом медленном огне 30 минут. Через полчаса снимаю крышку. Переворачиваю ребра. Солю немного, так как в состав специй для мяса входит соль. Добавляю 1 чайную ложку специй для мяса. Специи и их количество по вашему вкусу. Добавляю петрушку. И 1 чайную ложку семян белого кунжута, тоже по вкусу. Снова накрываю сковороду крышкой и тушу еще 30 минут. Через полчаса снова снимаю крышку, переворачиваю ребра и, так как они не готовы, снова накрываю сковороду крышкой и готовлю еще 30 минут. Ребра все еще не готовы. Процедуру повторяю. Переворачиваю их. Накрываю сковороду крышкой и готовлю еще 30 минут. С момента последнего переворачивания ребер прошло полчаса. Теперь они готовы. В общей сложности под крышкой ребра тушились 2 часа. Готовые ребра перекладываю на тарелку и выключаю плиту. На этой тарелке 3 порции ребер. Ребра получаются мягкими, вкусными и выглядят аппетитно. Список продуктов, которые я использовала для приготовления вкусного ужина, вы видите на экране. В моей семье любят любое мясо в любом виде. Эти ребрышки не исключение. Приготовьте ребра по этому рецепту, думаю, что вам они тоже понравятся. На этой тарелке 1 порция свиных ребер с овощами.
разломлю ребрышки руками, чтобы показать вам, насколько они сочные и мягкие. Подавать их можно как самостоятельное блюдо или добавить к ним в качестве гарнира, например, свежие овощи. Также можно добавить картофель фри. Даже обычные макароны к этим ребрышкам в качестве гарнира тоже подойдут. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!